Солнечная система содержит миллионы объектов, от крошечных метеороидов до величественных газовых гигантов. Крупнейшие планеты в системе сопровождаются десятками спутников, и по числу их у лидера – Сатурна. Большое количество небесных тел самой разной химической природы и размера постоянно кружит вокруг него, следуя причудливым траекториям и взаимодействуя друг с другом. Некоторые из них образуют гигантские кольца, что действительно представляет собой зрелищное явление. Однако так было не всегда. Примерно 100 миллионов лет назад крупный ледяной спутник приблизился к Сатурну слишком близко. Крайне мощные приливные силы газового гиганта раздробили его на триллионы мелких частей. Повинуясь неотвратимым законам физики, эти осколки постепенно разошлись, обнимая планету первоначальным кольцом. Оно было примерно в 1000 раз массивнее, чем сегодняшние кольца Сатурна. С тех пор прошло миллионы лет. С течением времени часть фрагментов разрушенного спутника была без следа поглощена самим Сатурном. Другие обломки бомбардировали поверхности его многочисленных спутников, а некоторые вовсе покинули окрестности газового гиганта. Это одна из наиболее обоснованных научных гипотез современности, объясняющих происхождение и эволюцию колец Сатурна. Даже после столетий наблюдений эта грандиозная структура в космосе по-прежнему хранит множество тайн. Кольца Сатурна не имеют четкой границы. Ширина их видимой части составляет примерно 280 тысяч километров, хотя за этими границами находятся тончайшие скопления пыли и разряженного газа. Диаметр этих структур, по некоторым оценкам, достигает 16 миллионов километров, хотя они не видны с Земли из-за чрезвычайно низкой плотности. Несмотря на впечатляющие размеры, суммарная масса системы колец по космическим меркам довольно мала и оценивается в 3 умножить на 10 в 9 степени килограммов, что примерно в 2000 раз легче Луны. Твердые объекты составляют лишь около 3% от общего объема структуры, а остальное пространство заполнено разряженным газом и космической пылью. Диск, окружающий Сатурн, условно разделен на несколько крупных колец. Однако при помощи достаточно мощного оптического телескопа обнаруживается, что каждое из них состоит из большого количества тонких колец, разделенных узкими промежутками. Эти промежутки возникают из-за гравитационного влияния как самой планеты, так и ее многочисленных спутников. Некоторые из них имеют ширину в несколько сотен километров. Несмотря на то, что диск Сатурна отражает в несколько раз больше солнечного света, чем сам газовый гигант, некоторые кольца практически невозможно увидеть. Например, D-кольцо, ближайшее к планете, состоит из крошечных кристаллов водяного льда и замерзшего метана. Предполагается, что его верхняя граница расположена примерно на высоте 16 500 километров над условной поверхностью планеты. Что касается внутренней части, то кольцо не имеет четкой границы и постепенно сливается с атмосферой Сатурна. Рядом с ним находится более светлое и массивное Си-кольцо, ширина которого составляет примерно 17 500 километров. Оно состоит из космических объектов размером до 2 метров, которые в сумме составляют лишь 0,33% от общей массы диска. Наиболее яркая и выдающаяся часть диска расположена еще дальше и обозначается как B-кольцо. Оно начинается примерно в 34 тысячи километрах над поверхностью газового гиганта, и его ширина достигает 25 тысяч километров. Толщина большей части этого кольца не превышает 50 метров, в то время как его внешняя часть образует вертикальную кромку, возвышающуюся до 2,5 километра. Внешнее видимое кольцо Сатурна начинается на высоте 64 тысячи километров над поверхностью планеты.
Его ширина составляет приблизительно 14 600 километров, и оно содержит не только относительно крупные ледяные фрагменты размером 10 метров и более, но и некоторые спутники, такие как Пан, Дафнис и другие. Наличие столь больших объектов может подтверждать теорию образования колец вследствие разрушения ледяного спутника. Альтернативно, они могли сформироваться позже в результате столкновений и слияния более мелких фрагментов. За этой частью диска расположены почти невидимые F, G и E кольца, сформировавшиеся из космической пыли и разряженного газа. Само собой разумеется, что большинство крупных спутников Сатурна активно взаимодействуют с кольцами. Вплоть до примерно 179 тысяч километров от планеты, в области так называемого E-кольца, находится небесное тело Энцелад. При диаметре всего в 500 километров он не относится к числу крупнейших спутников газового гиганта, но выделяется по другим причинам. Дело в том, что Энцелад – одно из немногих небесных тел в нашей Солнечной системе, где наблюдаются явные проявления криовулканической активности. Анализ наблюдаемых выбросов доказывает наличие под его поверхностью океана жидкой воды. Математическое моделирование показывает, что температура варьируется от минус 45 градусов Цельсия в верхних слоях до 0 градусов Цельсия на дне. Благодаря высокому содержанию растворенных солей и аммиака океан не замерзает даже при отрицательных температурах, а ледяной панцирь толщиной примерно 2 километра покрывает и теплоизолирует его. Температура на поверхности небесного тела составляет около 75 кельвинов или минус 198 градусов Цельсия. Его атмосфера чрезвычайно разрежена и на 91% состоит из водяного пара. Другие компоненты атмосферы – азот, углекислый газ и метан. Мощные гейзеры, время от времени извергающиеся через трещины в ледяной коре спутника, регулярно пополняют его атмосферу химическими элементами, но слабая гравитация небесного тела не в состоянии удержать атмосферу от утечки в космос. Верхняя область атмосферы постоянно теряет часть частиц, которые затем поддерживают E-кольцо. С другой стороны, Энцелад постоянно захватывает материал из окружающего пространства, что обеспечивает его специфический химический баланс. Известно, что активность гейзеров этого небесного тела зависит от его орбитального движения. Вероятно, приливные силы Сатурна деформируют ледяной панцирь спутника, вызывают образование трещин и извержения. Также известно, что выбросы криогейзеров содержат сложные органические молекулы, что может означать, что условия в подповерхностном океане гипотетически благоприятны для возникновения биологической жизни. Кроме того, пятый по величине и самый массивный спутник газового гиганта – Тефия – находится примерно в 300 тысячах километрах от него. Он уникален тем, что делит одну орбиту с двумя другими небесными объектами – Телеста и Калипсо. Они расположены в так называемых стабильных точках Лагранжа. Телеста находится на 60 градусов вперед по орбите относительно основного спутника, а Калипсо, наоборот, отстает на 60 градусов. В отличие от массивной сферической Тефии, эти небесные тела не столь велики и имеют нерегулярную форму. Их диаметр составляет приблизительно от 20 до 30 километров, а их общая масса – всего несколько триллионов тонн, что по космическим меркам скромно. Интересно, что моделирование показывает, Калипсо и Телесто не могли первоначально сформироваться в той же самой орбите вместе с более массивным объектом, который идет перед ними, то есть они присоединились к нему намного позднее. Тефия сама по себе – небесное тело с диаметром около 1060 километров, состоящее преимущественно из водяного льда с некоторыми примесями горных пород. Самая выдающаяся особенность ее рельефа
гигантский ударный кратер Одиссей. Его диаметр составляет около 450 километров, то есть примерно в 2 раза меньше диаметра Тефии. Глубина кратера достигает 3 километров. На поверхности спутника также легко заметна гигантская расщелина – Итака-Хазма. Ее длина составляет около 2000 километров, что примерно равно трети окружности небесного тела, а ширина достигает 100 километров. Что касается глубины, она варьируется от 3 до 5 километров, и дно усеяно большим количеством кратеров и мелких неровностей поверхности. Согласно одной из теорий, Итака-Хазма образовалась в результате замерзания подповерхностного океана Тефии. Превратившись в лед, вода увеличилась в объеме и прорвала внешнюю кору спутника. Другая гипотеза связывает происхождение расщелины с кратером Одиссей. Предполагается, что ударные волны прошли по всей поверхности спутника и вызвали мощный резонанс по его окружности. В результате кора Тефии треснула, образовав эту невероятно большую трещину. Еще дальше от Сатурна расположен его крупнейший спутник Титан, который также обладает весьма необычными особенностями. При диаметре 5152 километра он фактически является вторым по величине спутником в Солнечной системе. Первенство принадлежит Ганимеду. Примечательно, что он на 5,5% больше Меркурия. Титан также единственный спутник в Солнечной системе с плотной атмосферой и наличием жидкостей на поверхности. Поскольку Титан располагается довольно далеко от Солнца, его температура низка и составляет примерно 94 Кельвина или минус 180 градусов Цельсия. Тем не менее, несмотря на сравнительно небольшую массу, Титан способен удерживать атмосферу, плотность которой в 1,5 раза превышает плотность земной. Азот составляет более 98% химического состава атмосферы, а метан и другие газы – остальную часть. Под воздействием солнечного ветра молекулы азота и углеводородов в верхних слоях атмосферы превращаются в более сложные органические соединения, которые затем медленно оседают на поверхности Титана. Из-за непроницаемого углеводородного тумана поверхность спутника невидима в оптическом диапазоне. Согласно наиболее правдоподобной модели внутреннего строения Титана, в его центре находится массивное каменистое ядро диаметром около 3400 километров. Оно окружено толстой оболочкой чрезвычайно плотного льда, который образует дно прохладного соленого океана с содержанием до 10% растворенного аммиака. Этот океан покрыт корой из водяного льда, смешанного с гидратом метана, которая имеет толщину в несколько километров. При таких низких температурах лед ведет себя как твердый материал и формирует горные хребты и возвышенности на поверхности. Низменные области и ущелья заполнены озерами жидкого этана и других углеводородов. Солнечный ветер и чрезвычайно мощное магнитное поле Сатурна постоянно лишают Титан его атмосферы. Однако внутренние процессы спутника постоянно восполняют ее, поэтому процесс ее утраты может растянуться на миллиарды и миллиарды лет. Когда Солнце достигнет стадии красного гиганта, оно сможет испарить углеводородный туман и растопить вечные льды на Титане. После этого спутник станет более благоприятным местом для возникновения жизни. Однако путь к этому событию еще очень далек. Конечно же, система Сатурна на этом не заканчивается. В ней содержатся десятки и даже сотни поразительных объектов, и время от времени она радует нас новыми открытиями. Например, в 2009 году был открыт еще один спутник, лежавший чрезвычайно близко к планете, а в 2019 году астрономы представили миру около 20 малых небесных тел, сразу которые обращаются вокруг газового гиганта.
Чем больше мы изучаем Вселенную, тем сильнее впечатление, что там, вероятно, существуют миллиарды подобных систем, не менее замысловатых и таинственных, чем эта. И до сих пор нет способа предсказать, что мы увидим, когда, наконец, получим возможность их наблюдать.